Всем привет! Я доктор Евгений. Показываю, как убрать боль с подвздошно-поясничной мышцы и сразу же убрать боль с поясницы. Так и почки даже болеть перестанут. Смотрим. Подвздошно-поясничная мышца. Разбираем ее поясничную часть. Та самая, которая крепится к крылу таза. То есть вот оно, крыло таза, его можно нащупать. Я его вам здесь нарисовал, чтобы видно было. И к поясничному отделу позвоночника вплоть до 12-го грудного позвонка. Вот, то есть так, вот это вот позвонки. Идет эта мышца. Она глубокая, до нее надо добраться. Для этого мы просим согнуть ногу в колени с той стороны, в которой мы будем работать. После этого мы устанавливаем, можно все пальцы, все кроме больших, на крыло таза. И просим дышать ровно, то есть не задерживать дыхание, потому что сейчас может быть немножко болезненно. Дышим ровно, встаем на крыло таза и соскальзываем прямо по нему кнутри. Если мы сейчас пойдем вперед непосредственно к позвоночнику, мы наткнемся на илиоцекальный клапан, то есть мы будем кишку массажировать. Если мы пойдем чуть ниже и сразу в глубину и вверх, мы можем кишки сдвинуть. Именно тонкий кишечник. Наша задача именно по крылу таза, по месту крепления идти. То есть встали и непосредственно по крылу таза можно немножко согнуть пальцы. Мы соскальзываем и идем по этой мышце. Легкие сканирующие движения, то есть не делаем резких движений. Видели, что происходит? Мы делаем спокойные, мягкие движения и смотрим на лицо. Это немножко болезненно. На болезненных зонах остались и постояли. Сохраняем давление, то есть не усиливайте на болезненных зонах. Можете легко покрутить, помассажировать эту точку. Если происходит, ждем. Если происходит, продолжаем. И так не убираем взгляд с лица пациента. По его мимике мы оцениваем, насколько ему приятно и хорошо. Далее руки сами вас поведут куда надо. Первичные, когда спазм мягких тканей уходит, то есть фасция, она начинает двигать нашими руками сама. Это как раз таки уже элементы остеопатические, когда мы следуем за тканью. Когда ткань сама ведет нас туда, куда ей приятнее всего, куда ей выгоднее всего. Поэтому слушаем организм пациента и не торопимся. Время достаточно, чтобы расслабить всю эту мышцу. И когда мы уже доходим до остистых отростков поясничного отдела позвоночника, мы уже даже в фасетке можем встать. Фасетки — это расстояние между остистыми отростками, это фасеточные суставы, те самые мелкие суставы, которые частенько бывает отрабатывают за дисфункцию крупных мышц. Если мы уже до них дошли, мы просто расслабили эту зону легкими массажными движениями и также плавно выходим из этого массажа. Если вы нащупали какие-то сверхболезненные зоны, которые не расслабляются, вы можете встать на них и просить пациента потихонечку на пальчиках выпрямлять ногу. Сейчас встану с той стороны, покажу. Встаем с этой стороны, делаем то же самое, соскальзываем по крылу, доходим до какой-то не очень приятной зоны и просим потихонечку на пальцах ногой выпрямляться. Боль, когда усилится, просим останьтесь там. Если она расслабилась, продолжайте дальше до полного выпрямления ноги. Выпрямляйте ногу. Быстрее. И будет. После этого также плавно выходим из подвздошной ямки. Вот так мы и, видите как, расслабляем всю подвздошную мышцу, именно ее поясничную часть. Не подвздошную часть, а поясничную часть. Мышца вообще делится на 3 пучка. Подвздошная, большая поясничная, малая поясничная. Большая и малая поясничная очень тесно идут. Вот мы больше работаем с большой поясничной. Малая поясничная, она крепится к паховой связке. Ее мы отрабатываем косвенно, когда отрабатываем большую поясничную порцию. Вот так. В подсказках, которая сейчас всплывет, вы увидите, как можно еще дополнительно отработать квадратную мышцу поясницы, чтобы расслабить поясницу полностью,
чтобы избавить ее от боли, поясничных сколиозов и улучшения даже моторики кишечника, потому что подвздошно-поясничная мышца, когда в спазме, она толкает почку вперед, это может частично изменить позицию поясничного отдела, который может повлиять на дисфункцию дыхания, дыхание, оно может повлиять на дисфункцию пищеварения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если у вас пациент пришел, либо кто-то из родных жалуется на боль в пояснице, также, кроме квадратной мышцы поясницы, которая в подсказочках сейчас вылезала, отрабатываете подвздошно-поясничную мышцу, именно ее большую поясничную часть. Поэтому делитесь, смотрите до конца, пользуйтесь.